Всем привет, с вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодня мы распакуем с вами лимитированное издание Muv-Luv Odyssey Box, посвященное 20-летию франшизы. О самой игре я сейчас рассказывать не буду, но скажу, что на мой взгляд это, наверное, самая оригинальная визуальная новелла, которую я когда-либо видела. Ибо путь этой игровой вселенной начался с обычного симулятора свиданий, и казалось бы, что ждать оригинальности неоткуда. Но в итоге что-то пошло не так, и уже со второй части жанр резко перешел в роботизированный постапокалипсис. Но вернемся к распаковке, и, конечно же, начнем с коробки. Она, кстати, абсолютно черная со всех сторон, и лишь буквы на крышке выдают ее содержимое. Решение спорное, но оно придает изданию внешнюю простоту и ощущение лимитности. Что ж, пора уже его открывать. Коробка закрывается на две створки, которые держат внутри довольно увесистый набор. Про сам набор расскажу чуть позже, а сейчас просто отмечу, что материал коробки черный как внутри, так и снаружи. И нет ощущения дешевизны, присущего многим другим ограниченным изданиям, когда после открытия красивой упаковки сразу виден дешевый белый или серый упаковочный картон. Тут же, даже если развернуть все целиком, изменений цвета попросту нет. Мелочь, а приятно. Содержимое расположено в два слоя. Верхний легкий слой с самой игрой и неполиграфическими бонусами, и нижний слой с некой бумагой, о которой я расскажу далее. И, конечно же, с просто огромной энциклопедией по всем мехам вселенной. Но прежде чем рассказывать о деталях, вернусь к коробочке с непечатными бонусами. Она на самом деле тоже сюрпризом, и кружка с игрой не единственные вещи, которые можно там найти. Если убрать все, что мы видим сверху, то взгляду откроется кое-что интересное. Металлический значок пилота меха и медаль, говорящая о том, что игре Muv-Luv уже исполнилось 20 лет. В общем, вот такой вот прикольный наборчик. Что ж, давайте посмотрим все поближе. Первая и, наверное, самая важная вещь – это номерная пластиковая карта владельца этого набора. И, по сути, карта фаната. Согласно описанию, если ее подписать и зарегистрировать, то при посещении мероприятий, посвященных Muv-Luv, владельцу будут выдавать разные бонусы и подарки. Дальше по списку идет походная кружка. В Японии, кстати, такие штуки стоят около 2-3 тысяч йен, а если еще и с логотипом, то считайте плюс 1000 за авторские права. Вот только знаете, мне кажется, что раз весь комплект составлен как набор пилота, то и на чашке стоило написать что-то типа «Отряд Валькирий» или «Имперская гвардия». А медаль о 20-летии франшизы и отличительный знак пилота меха в представлении, как мне кажется, не нуждаются. А вот эта бумажка, пожалуй, требует пояснений. Это приказ всем пилотам отправиться крошить пришельцев. В общем, если кратко, переводится как «залезай в робота, Синджи». Уж простите тут мою отсылочку к Евангелиону. А вот про энциклопедию Integral Works хочется поговорить отдельно. Это просто огромная и тяжеленная книга с полным описанием всех глав и всех событий вселенной. И, конечно же, с нереальным количеством деталей, недоступных в самой игре. Причем роботам в ней посвящено почти все пространство. В общем, лакомый кусочек для фанатов. А если вы знаете и японский язык, так вообще шикарно. И, кстати, данная книжка завернута в суперобложку. Но, думаю, это уже своего рода стандартное решение для всех артбуков. И вот, наконец-то, мы подошли к самому главному – к игре. Физическая копия Muv-Luv Extra, Unlimited и Alternative. Также бонусом идут все 4 эпизода The Days After. Но так как это коды загрузки, то по понятным причинам я их вам не покажу. Ах да, забыла сказать. Так как я заказывала игру в официальном магазине Age, то в дополнение к изданию получила еще 2 бонуса. Первый – это вот такой вот конвертик, который содержит все 13 вариантов обложек, которые когда-либо выпускались для этой игры на других системах. Своего рода это можно расценивать как дополнительный арт на коробку с игрой. А вот второй бонус вы увидеть не сможете. Дело в том, что этим бонусом является приглашение на костюмированное мероприятие
мероприятие, которое обыгрывает выпускной у пилотов-роботов с вручением диплома о завершении обучения и парочки дополнительных плюшек. В общем, все, что нужно, чтобы ощутить в себе способность управлять многотонной двуногой жестянкой на реактивной тяге. Ах да, чуть не забыла! Отдельным конвертом я также получила набор значков и сумочку с пришельцами бета. Ну вот, в общем-то и все. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, если понравилось, и не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного.